Теперь нам с помощью номера 318 нужно добавить немножечко теней нашему цветочку, иначе он получается вот такой вот не очень праздничный. Да? Теперь вот берем, на самом деле сейчас мы закрепимся с обратной стороны, с изнаночной. Микроузелком, да, вот таким вот, ну, не совсем микро, так или иначе, он у нас маленький, аккуратненький, да, и опять же я их прячу всегда под нитками, таким вот образом протягивая его. Хвостик обрезаем, что от него осталось, да, и выходим на внешней стороне. Теперь идея такова, что вот эти вот стыки, там, где мы первым совершенно номером, вот он голубенький еще виднеется здесь, добавить к нему еще более темного цвета 318, чтобы показать как бы, чтобы придать объем. И таким вот образом мы придаем линии объема. Полностью закрашивать не надо, нам надо просто добавить несколько стежков, чтобы они проглядывали как бы между белыми и голубыми цветами. Таким вот образом. Теперь мы возвращаемся, можем маленьким таким стежком вернуться обратно и переключиться на следующий лепесток. В кончике я немножечко добавляю этого цвета вот такими маленькими стежками, буквально 2-3 стежка на каждый кончик. Добавить, чтобы тени. Вот так вот. И оставляем вот таким вот образом. Буквально добавляем несколько стежков. Закрепляем нить. И протягиваем под стежками. Таким образом, наш первый
цветок готов. Вот. Здесь просто из-за контраста вместе с синим и белым на фоне немножечко контрастность теряется. Как только мы уберем здесь, смоем наш лизелин, то оно будет больше так стоять. Теперь мы приступаем к вышивке зеленой части, да, лепестков и стебля. Мы это будем делать, все это будет выполняться номером 936. Но дальше более темные оттенки номером 935 мы наложим около основания. И 3052 у нас пойдет, у нас такое ощущение, что немножечко как бы солнце идет справа сверху. И таким образом мы вот здесь вот немножечко буквально на лепестках наложим несколько стежков. Так же, как и здесь. Вот они сверху. Вот они, несколько стежков наложены сверху. Ну что ж, приступим. Давайте начнем со стебля. Закрепляюсь я на листочке, потому что это потом у нас будет все закрыто. Чтобы не переживать, это будет видно, не будет видно. И прокалываем. И выхожу вот здесь вот. Теперь можем обрезать нашу ниточку. И выполняем наш стебельчатый шов. Мы отходим где-то на 2-3 миллиметра вперед. И возвращаемся к этой точке. Там, где у нас заканчивается, там, где мы вышли изначально. Теперь мы делаем такую вот петлю. Отходим опять от этой точки. Мы отходим где-то 2-3 миллиметра. У меня где-то стабильно под 3 миллиметра. И выходим в точке, от которой мы сейчас отсчитывали 3 миллиметра. И опять заново выходим и подтягиваем нить вперед от себя. Таким вот образом мы вышиваем вот до сюда. Здесь мы выходим, затягиваем и входим в ту же самую точку под лепестком цветка. Выходим выше и начинаем как будто бы все сначала. Отходим несколько стежков, возвращаемся в изначальную точку и проходим вот таким вот образом. Когда у нас идет вот такой вот изгиб, то нам надо сократить расстояние стежков на более маленькие.
с уменьшением размера шага мы делаем более поворот плавным. Еще раз, если вы выходите с правой стороны, вы продолжаете выходить с правой стороны даже при перегибе. Вот. Вот видите, у меня здесь есть возможность выйти с левой стороны, потому что это налево раньше было, и выйти с правой стороны, как я до этого выходила. Я оставляю то же самое направление. И вот таким вот образом мы довышивали. Теперь здесь мы вышиваем. Теперь переходим, у меня еще осталась ниточка. Я сначала делаю несколько вот таких вот стежков в вершину. Здесь по контуру тоже. Теперь дополняем, заходим между ними. Вводя таким образом вот дополнительно более длинные стежки в вершину. Более длинные стежки у нас проходят в обратную сторону. Здесь опять выводим по контуру. А теперь мы маленькими стежками заполняем вот это пространство между белой частью и зеленой частью. Но в конечном итоге все равно все это смешается. Сильно видно не будет вообще этого перехода. Вот вы видите, я совсем в край белой цвета втыкаюсь и выхожу в зеленую часть. Вот таким вот образом я соединяю белой и зеленой части.
получается вот такой вот у нас цветочек. И теперь с тем, что у меня еще осталась зеленая нитка, я по задней стороне перейду. Мне нужно перейти вот сюда вот, в основании этого лепесточка. Вот я сделала здесь. И мы вот таким вот образом под стежками аккуратно переходим в точку там, где нам надо быть. Сейчас мы перепроверяем. Да, вот она. И вот она. Даже великолепно. Что мы теперь здесь делаем? Мы по тому же самому принципу заполняем гладью. Я туда вот делаю вот сюда. Стол, да? Стежок. Не забываем, что мы в дальнейшем можем всегда вернуться и вышивать те места, где мы пропустили. Но изначально сильно заполнять пространство не имеет никакого смысла, потому что потом мы все равно еще смоем флизелин. Мы смоем флизелин, и, конечно же, у нас все еще может поменяться. Мы увидим, где мы пропустили, может быть, где-то бархат вылезет наружу. Мы это все предугадать не можем, но мы можем потом в дальнейшем это исправить. При изгибе мы делаем более такие округлые мелкие шажочки, да. Заполняю все оставшееся пространство. У меня сейчас закончится нитка, мне придется менять в самом конце работы. Не забываем, что потом мы еще будем сюда добавлять оттенки. И, конечно же, мы еще можем здесь откорректировать немножечко другим цветом. Ну и, конечно же, я не дотянула. Закрепляемся тоже с обратной стороны.
теперь ближе к кончику, на самом деле, я бы предпочла бы двигаться в другом направлении, в обратном. Вот таким вот образом. Сделать несколько более таких длинных стежков один под другой, чтобы сохранить вот эту остризну. Теперь мы смотрим, меня все ли устраивает или нет. Я думаю, что да, меня здесь все устраивает. Могу добавить еще буквально вот так вот один стежок. Дальше я могу все равно откорректировать уже другим цветом, либо после того, как мы смоем флизелин.